Тонкое тело представляет собой невидимую энергетическую оболочку вокруг человека. Каждая оболочка связана с определенной чакрой. В зависимости от типа они выполняют разные функции, которые отличаются и в то же время дополняют друг от друга. Тонкая оболочка является фундаментом жизненной силы и эмоциональной стабильности. Возможно, вы встречали людей с приятной энергетикой. Обычно про таких говорят, что у человека сильное биополе или аура. На самом деле все немного сложнее, так как аура состоит из нескольких слоев. Они имеют свою классификацию, которую мы раскроем ниже. Существует 7 тонких тел человека, которые можно разделить на 2 типа – материальные и духовные. К первой категории относятся физическое, эфирное и ментальное. Ко второй – кармическая, будхическая и атманическая оболочки. Астральное тело является неким связующим звеном между ними. Интересно, что чакральная система также делится на низшие и высшие центры. Муладхара, Свадхистана и Манипура отвечают за физическое здоровье, раскрытие творческого потенциала, очищение от страхов и других блоков. Высшие чакры влияют на духовную жизнь и развивают трансцендентные качества. Мы видим, что эти системы тесно переплетаются между собой. Рассмотрим, сколько тонких тел у человека, за что они отвечают и в какой последовательности идут. Физическое тело – это первая оболочка. Через нее мы действуем и познаем мир. Именно физическое тело становится инструментом для воплощения наших желаний и целей. Оно подобно каркасу, на который накладываются остальные слои. Любая духовная практика начинается со взаимодействия с ним. Это самый безопасный путь, так как развитие происходит от простого к сложному. Мы начинаем осваивать йогу с асан, пранаям, и только потом идет медитация на высшие центры. Работая с физическим телом, мы освобождаемся от зажимов и усталости, становимся более открытыми и счастливыми. И это состояние является допуском к другим уровням. Эфирное тело. С точки зрения науки, совокупность тонких тел человека – это не что иное, как энергия в виде электромагнитного излучения. Эфир – состояние, которое может переходить от материи к энергии и наоборот. Эта субстанция выступает связующим элементом между грубой материей и другими оболочками. Эфирное тело находится от физического на расстоянии 1–2 см, и его можно зафиксировать определенными приборами по частоте вибраций. Имеет градацию цвета от голубого до серого и меняется в зависимости от чувствительности человека. В эфире сохраняется информация о здоровье и состоянии всех систем организма, которые отвечают за его жизнеобеспечение. Поэтому йоги-мистики и целители часто определяют оболочки человека тонкие тела, именно по наличию в них болезни. Сушрута Самхита, трактат по аюрведической медицине, рассматривает 6 стадий болезни. Возможно, вы удивитесь, но состояние недомогания, общей слабости, температуры и других знакомых нам симптомов – это последняя стадия. Болезнь возникает гораздо раньше физической проявленности, сначала на тонком плане. И эфирное тело как раз является нашим иммунитетом и щитом от внешних воздействий. Астральное тело. Третья невидимая оболочка, которая отвечает за энергообмен с окружающим миром. Астральное тело находится от физического на расстоянии от 10 до 100 см. Диапазон зависит от его развития. Иногда его еще называют эмоциональным, так как оно зависит от наших желаний, эмоций и чувств. В течение дня его цвет может меняться в зависимости от вашего настроения, от черного, негативного, до белого, позитивного, гармоничного. Как правило, все пастельные тона обозначают состояние спокойствия и наполненности, олицетворяют гуну благости, а яркие и темные цвета – отрицательные эмоции, которые разрушают тонкое тело, гуны страсти и невежества. Астральное тело ослабевает от переживаний, стресса, тревожности, неуверенности в себе и вредных привычек. Считается, что оно отделяется от человека во время сна, но это происходит неосознанно.
Есть практики, которые позволяют им управлять и путешествовать по неведомым вселенным, но такие передвижения могут быть небезопасными, так как в тонких мирах обитают разные сущности, которые способны отрицательно влиять на психику и сознание человека. На астральное тело благоприятно влияет деятельность в настроении служения, например, уход за растениями или домашним садом, помощь людям, животным, любая благотворительность, медитация на благо всех живых существ. Причем не обязательно делать что-то глобальное. Здесь важен сам принцип – изменить отношение к миру, с которым мы соприкасаемся каждый день. Попробовать выйти из потребительского мышления и сделать что-то хорошее для других, не привязываясь к результату. Удивительно, что, принимая участие в бескорыстной деятельности, мы получаем больше, чем когда сконцентрированы только на себе. Практики на развитие манипура-чакры, которая отвечает за уверенность, целеустремленность, силу воли, успешность и самоконтроль. Это дыхательные техники, короткие комплексы из кундалини-йоги, например, сад-крия, которая пробуждает энергию, освобождает от страхов и проблем с пищеварением, медитация с гняна-мудрой и асаны, навасана, уштрасана, ваджрасана и перевернутые положения. Ментальное тело. Строение тонких тел человека имеет невидимую структуру. Если на астральный слой влияют эмоции, то на ментальное тело воздействуют прежде всего мысли. Поэтому так важно, какую информацию мы получаем из внешнего мира. Что человек смотрит, читает, в какой области сконцентрировано его внимание. Иногда мы можем не замечать, как то, что нас не касается напрямую, будоражит ум и сознание, словно подключая нас к какому-то мыслительному эгрегору и выкачивая жизненную энергию. Сюда можно отнести интернет и средства массовой информации. Ментальное тело более развито у людей, которые способны распознать эти программы и не погружаться в них. Звучит просто, но для этого нужно проделать большую работу над собой, и у каждого человека она будет своя. Также эта оболочка развита у людей, которые заняты интеллектуальным трудом и образованием. Она имеет желтый цвет и находится от физического тела на расстоянии до 2 метров. Чтобы укрепить ментальное тело, нужно быть честным по отношению к себе, задавать себе вопросы: чего я хочу, к чему стремлюсь, в каком состоянии хочу быть и как к этому прийти, познакомиться с собой и понять, что вам интересно. Не каждый из нас знает ответы на эти вопросы, но только таким путем можно освободиться от чужих навязанных мыслей и знаний. Кармическое или каузальное тело. Тонкие тела человека, описание которых мы давали выше, относятся к взаимодействию с внешним миром. Следующие уровни являются тончайшими и раскрывают духовную жизнь человека. Кармическое, 5-го по счету, включает в себя информацию обо всем, о наших желаниях, мыслях, поступках. Все это оставляет в нашем сознании впечатления или самскары, которые хранятся в кармическом теле. Наше тело является следствием определенной кармы, закона причинно-следственных связей. Оно определяет то, в каких условиях родится человек, каким будет его здоровье, интересы и качество характера. Кармическая оболочка переходит с нами из одного рождения в другое и представляет собой весь багаж накопленного жизненного опыта. Ее невозможно увидеть с помощью приборов, но она является неотъемлемой частью жизни в материальном мире. В Бхагавад-гите говорится, что на нашей планете существует 8 400 000 форм жизни. Рождение души в человеческом облике очень ценно, так как это единственная форма среди всех существ, которая наделена разумом и способна постичь духовное знание, а также выйти из колеса сансары. Но для этого нужно осознать свою дхарму, предназначение или долг, который выполняет каждый из нас. Как понять, что мы должны делать, а что нет? Истинная дхарма соответствует природе человека, и ее выполнение не требует чрезмерных усилий. Это происходит естественным образом. Тело духа – будхическое или интуитивное тело. Если кармическое тело хранит в себе опыт души, то 6-я оболочка отвечает за тонкое видение и интуицию, разум или высшее «я». Люди с развитым будхическим телом видят самую суть.
Они одновременно пребывают в мире материи и осознают связь каждого живого существа с божественным началом. Это духовные учителя, йоги, святые, которые постигли истинный смысл жизни. Внутреннее видение связано с аджна-чакрой, невидимым энергетическим центром, который отвечает за ясновидение и мистические способности. Каждый из нас обладает интуицией, но не всегда мы к ней прислушиваемся. Сколько раз вы попадали в ситуацию, когда знали, что делать, но поступили по-другому, и потом оказывается, что ваше первое решение было верным. Такое бывает часто. Тело духа – атманическое тело. Атманическое тело происходит от термина «атма» – душа, которая осознала себя в единстве с Богом, Абсолютом или сверхдушой. Это наивысшее состояние просветления и осознанности. Буддисты называют его нирваной, индуисты – мокшей. Через атманическое тело можно познать Бога, обрести полное умиротворение, освобождение от материальных привязанностей и кармической обусловленности. Но пробудить этот слой непросто. У большинства людей он